Всем здравствуйте! С вами астроторолог Ева Вирга. И сегодня мы с вами посмотрим таро-прогноз для львов с 17 по 23 октября. Будет очень интересно почитать ваши комментарии, как проиграется именно этот таро-расклад для вас на эту неделю. Таро-прогнозы вы можете смотреть как по знаку Солнца, так и по знаку асцендента. Если кому-то нужны личные консультации, ссылочку я оставлю в описании, пишите мне в сообщение ВКонтакте. Первая карта, вам выпадает король мечей. Может быть, кто-то будет обращаться к врачу. Может быть, кто-то будет обращаться к юристу, к мужчине. В любом случае, король мечей говорит об очень таком аналитическом складе ума. Жесткий характер. Знаете, я бы сказала, такой вот мужчина, который рубит с плеча. То есть попробуйте не сделать так, как хочет он. Может быть, вам нужно приложить какие-либо усилия, чтобы наконец-таки поставить где-то точку. Может быть, вам перед кем-то нужно будет отстоять свое мнение. Может быть, это какая-то некая ссора, где вы будете очень жестко отвечать и реагировать на определенные слова и на определенные действия человека. Далее вам выпадает карта четверка мечей. Четверка мечей говорит в данном случае об осторожности. Нужно очень внимательно думать, что вы делаете и кому говорите. Дело все в том, что по четверке мечей это может быть еще какая-то некая усталость. Может быть, вы устали от борьбы, может быть, вы устали от каких-то нападков, и вам нужен отдых. Еще четверка мечей говорит об медицинском учреждении, в котором вы можете проходить какое-то обследование или можете поехать в санаторий. Может, вы слишком много работаете, у вас проявляется физическая усталость. Может быть, вы просто устали от своих мыслей, вы понимаете, что вам от них нужно отдохнуть и обратиться к психотерапевту, разобраться, почему у вас идет нагнетание мыслей. Следующая карта, которая вам выпадает, тройка мечей. Обратите внимание на свои мысли, которые вас очень ранят. Может быть, вы кому-то что-то сказали и ранили его в самое сердце. Может быть, это любовный треугольник, который вам нужно разорвать. Также по поводу здоровья обратите внимание на сердце. Может, у кого-то есть тахикардия, может быть, какие-то шумы. В общем, я не врач. Стоит посетить кардиолога, стоит посетить терапевта и разобраться с этой ситуацией, потому что здесь могут быть некие проблемы. Обратите внимание, проявите осторожность. Дополнительная карта, которую я положила, это карта сила. С чем вообще весь связан этот расклад? У вас есть какие-то страхи, и эти страхи нужно побороть. То есть все идет от ваших мыслей. От ваших мыслей страдает и физическое тело, от ваших мыслей страдают все вокруг. То есть вы начинаете почему-то в этом месяце, точнее на этой неделе, нагнетать обстановку. Очень сложно вам дается выбраться из какой-то ситуации, причем не сложившейся конкретной ситуации, а ситуации, которую создаете вы сами своим, так сказать, притягиванием негатива. Карта сила дает храбрость, уверенность в себе, а также она говорит о выздоровлении. Может быть, как раз-таки у вас были какие-то серьезные проблемы со здоровьем, которые вы решали. Может быть, вы наоборот выйдете из медицинского учреждения, из больницы, например. И по силе это карта выздоровления. Если нет проблем со здоровьем, тьфу-тьфу, и все хорошо, значит, нужно разбираться с ситуацией, которая у вас сложилась. У каждого свои ситуации. Все мы разные, и поэтому у каждого своя ситуация. Может быть, вам не хватает какой-то уверенности в себе. Может быть, вам не хватает сил на то, чтобы завершить начатое. Может быть, вы начали какой-то проект. Может быть, у вас есть переживания по поводу ваших детей, ваших близких, по поводу мужчины. Поэтому по карте сила вам нужно взять конкретно себя в руки. Потому что, такого особого какого-то ужасного расклада здесь нету. Здесь есть только ваше нагнетание мыслей. И последняя карта из метафорического таро, которая будет олицетворять эту неделю для вас, эта карта называется обновление. Но так как раньше уже не будет, у вас будет что-то новое в вашей жизни. Может быть, вы обновите интерьер, может быть, вы поменяетесь сами внутренне.
То, о чем я говорила, может быть, вам стоит обратиться к психотерапевту, который поможет вам выбраться из негативной рутины, из негативных мыслей. Вы можете начать новое хобби, вы можете начать новое дело, перейти на другую работу, но помните, что примерно с 20 октября по 15 ноября мы не начинаем никаких новых дел, потому что у нас идет период коридора затмения, который вот прям вот кармический. Все, что вы делаете в этот период, изменить уже будет нельзя. Поэтому у меня есть видео на моем канале, называется «Коридор затмений» с 25 октября по 8 ноября. Посмотрите, те, кто не смотрел, там очень важная информация. Итак, львы, не унывайте. Большое вам спасибо за просмотр. Всего вам хорошего. Кому нужна моя личная консультация, ссылочку оставлю в описании. Всем пока-пока.